Привет, это Навальный, и я очень хочу сделать так, чтобы вас не обманули. А это попытаются сделать в ближайшее время. Путин снова идет на выборы, и, конечно, в ходе своей избирательной кампании он будет много врать о том, как он будет пытаться бороться с коррупцией, расскажет о каких-то новых мерах, будет надувать щеки. Но вы не должны верить ни одному слову, потому что доказательства того, что никакой борьбы с коррупцией в путинском государстве нет и быть не может, вам показывают прямо во время его пресс-конференций. Нет, это не сам Путин. Понятно, что он главный коррупционер, но сам с собой он точно бороться не может. Но, наверное, если бы он хотел хотя бы продемонстрировать желание снизить коррупцию, то что-то случилось бы с этим персонажем. Мы вам столько уже рассказывали историй об этой усатой золотой антилопе. Она бьет копытцем, и кругом летят золотые монеты и шикарная недвижимость, как в сказке. Кратко напомню содержание предыдущих серий, прежде чем мы перейдем к новой истории. Все началось с часов этого ближайшего к Владимиру Путину человека. Их мы случайно обнаружили у него на руке. Они стоят 37 миллионов рублей. На такие ему вообще-то надо работать несколько лет. Казалось бы, отставка, ну вот она, коррупция, незаконное обогащение. Но нет, Кремль сделал вид, что ничего не заметил. Дальше был медовый месяц на самой большой в мире парусной яхте «Мальтиз Фалькон». Снять такую на одну неделю стоит 26 миллионов рублей. Оплатил путешествие олигарх Зия Магомедов. Ну вот тут точно чиновнику Пескову крышка. Очевидная взятка, но и здесь он усидел на должности. Потом был дом за миллиард рублей. За миллиард. У чиновника. Последний гвоздь. Пакуй чемоданы, молодожен. Но Песков продолжил сидеть рядом с Путиным. Этим летом мы выпустили еще одно расследование о нашей антилопе, а точнее о его секретном сыне Николае Чолзе, англичанине, отсидевшем там в тюрьме за нападение и кражу, а теперь нашедшем себя в амплуа московского светского льва. Мы опубликовали фотографию Пескова в автомобиле Tesla, на котором он ездит, но оформил это на сына. Мы показали элитную недвижимость этого сына, рейндж-роверы, Феррари этого безработного наследника. Что сделал Песков? Буквально заявил: необъяснимое богатство моего сына – это не ваше дело. Поняли? Помалкивайте тут и знайте свое место. Его начальство снова сделало вид, что ничего не заметило. Но мы-то не можем успокоиться. Нам не нравится, когда очевидный вор, взяточник и коррупционер представляет нашу страну. Он же является одним из самых известных публичных лиц России. Он самый близкий к президенту человек и дольше всех находится рядом с ним во время работы. В его словах все выискивают тайный смысл и отзвуки мыслей Владимира Путина. Именно поэтому его комментарии моментально разлетаются по всему миру. Если Песков в последнее время взял себе моду рассказывать, что все его необъяснимые богатства – это заработок жены, то мы искали какой-то факт коррупции, который точно невозможно списать на заработки Татьяны Навки. И сегодня мы просим Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, объяснить нам, не только ФБК, но и всему народу России, это. На фото вы видите Елизавету Пескову, дочь Дмитрия Пескова. Они довольно много пишут в СМИ, и она сама с удовольствием способствует этому. Рассказывает о том, какой прекрасной аристократической жизнью живется в Париже. Учится, путешествует, выкладывает свои фотосессии, но в свободное время приезжает в Россию, чтобы научить нас любить родину и развивать, как она выражается, судопроизводство. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства. И она так много говорит, и такой красивой жизнью живет, что рано или поздно у нас возникает логичный вопрос: а где она живет в Париже? Сколько стоит это жилье? И не торчат ли за ним чьи-то огромные усы? Как же это выяснить? Мы сначала хотели позвонить самому Пескову, а потом подумали, что нет, не скажет. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Пришлось выяснять самим. Знакомьтесь с Екатериной Солоцинской, бывшей женой Пескова и матерью Елизаветы. После развода Екатерина с детьми приехали на постоянное место жительства в Париж, где она начала свою новую французскую жизнь с нуля и самостоятельно. Заглянув в ее инстаграм, можно ненадолго приобщиться к самостоятельной и прям какой-то дворянской жизни Екатерины.
Вот она в каких-то замках, вот она с графьями, вот ее посвящают в мушкетеры, я серьезно. Вот она летает на частном самолете, а вот Екатерина в интерьере. Мраморный камин, зеркала, алюминиевый гепард. Все шикарно. Давайте приглядимся и к подписи. К Новому году новый дом. Сегодня осветили новую квартиру. Дата ровно год назад, декабрь 2016. Деяния твои, победы прославим христианам. Très bien, подумали мы в фонде борьбы с коррупцией. Новая квартира — это прекрасно. И начали искать. В это сложно поверить, но освещение квартиры не уберегло ее ни от нашего зоркого глаза, Согласно христианским канонам, то, что мы делаем, считается большим грехом. ни от попадания в обычный парижский телефонный справочник, в который можно просто элементарно забить фамилию Солоцинская и обнаружить точный адрес мадам Катрин. Адрес авеню Виктора Гюго, как видно, полностью совпадает с геометкой из инстаграма Екатерины. Это, к слову, прекрасная иллюстрация к вопросу о том, что фонду борьбы с коррупцией информацию сливает ФСБ, или башня Кремля, или ЦРУ. Ну, открыл телефонный справочник, написал фамилию без ошибок, и все, готово расследование. Дальше мы, естественно, заказали все справки, вычислили конкретную квартиру, изучили документы и ахнули. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балкон. Куплена она в сентябре 2016 года, оформлена на французское юрлицо «Сириус», 75% которого принадлежит Екатерине Солоцинской, Песковой, а 25% ее дочери Лизе Песковой. Ну и самое интересное, стоимость. Она составляет 1 миллион 770 тысяч евро. Это 125 миллионов рублей. Где же взяли дочь и бывшая жена Пескова 125 миллионов рублей? Может быть, рассрочка? Тоже можем выяснить. 1 миллион 300 тысяч евро, то есть 73% от общей стоимости, были заплачены сразу, а оставшиеся 470 тысяч евро были взяты в ипотеку. Будете смеяться, но в банке ВТБ, в его дочернем предприятии во Франции. Вот это патриотизм. Даже ипотеку берет российскую. Правда, ставка не российская, а французская. 2,7% годовых. Это вы, дураки, ипотеку под свою двушку взяли у ВТБ под 12%. В Париже они предложили бы вам гораздо более выгодные условия. Из договора на покупку квартиры нам также становится известно, что все средства, кроме займа ВТБ, бывшая семья Пескова декларирует как собственные. Также, что Екатерина Солоцинская-Пескова заплатила 100 тысяч евро налогов во Франции. И это в 1,5 раза больше ее последнего задекларированного годового дохода в России. Еще в договоре указано, что мадам Екатерина Солоцинская не понимает французского языка и говорит только по-русски. Также написано, что у нее нет профессии, такое в подобных документах мы вообще видим в первый раз, и что она разведена с Дмитрий Сергеевич Песков. Таким образом, юридически доказанная история выглядит так. Через пару лет после развода с пресс-секретарем Путина его бывшая жена и дочь оказываются в Париже, где покупают себе квартиру почти за 2 миллиона евро, из которых львиная доля у них уже есть на счетах. Я думаю, что к этому моменту всем очевидно, что да, действительно, за покупкой торчат огромные усы. Тут можно и закончить. Вроде все понятно, но мы уже имели дело с этим изворотливым жуликом и целой компанией людей, которые сейчас бросятся к нему на защиту. Поэтому давайте сами прикинем, что же они попытаются нам соврать. Ну, очевидно, первое. Жена Пескова сама заработала эти деньги в России и купила квартиру на свои. Второе, что они скажут, более экзотическое. Она заработала эти деньги во Франции, без знания французского языка. Ну и третья версия будет... А вдруг она что-то продала здесь, а на вырученные деньги купила там? Гипотеза 1. Ну тут все просто. Смотрим задекларированные доходы Солоцинской. С 2009 по 2013 год, когда она их раскрывала как жена Пескова, они колеблются от 2 до 6 миллионов рублей в год. Этого явно недостаточно на покупку квартиры на авеню Виктора Гюго. На проспекте Путина в Грозном может быть, но на Гюго
Извините, никак. Тем более, что в 2013 году Екатерина стала счастливой обладательницей 800-метрового дома и большого участка на Рублевке. Даже если она 4 года не пила и не ела, на Париж ей не остается вообще ничего. Гипотеза 2. Заработала в Париже. Проверяем. Сначала, по ее собственным же словам, Екатерина занималась ничем. Потом Екатерина участвовала во франко-российском диалоге. Это некоммерческая организация, которую, кстати, с российской стороны возглавляет путинский друг по кооперативу «Озеро» Владимир Якунин. Нереально, чтобы в НКО ей платили 100 тысяч евро в месяц. Ну а первой ее крупной должностью во Франции стала позиция директора Российского центра науки и культуры в Париже. Неплохо звучит, да? Похоже на какой-то крупный филантропический проект. Но нетушки. Это подразделение государственного Россотрудничества, которое в свою очередь часть Министерства иностранных дел. То есть уехавшая на постоянное место жительства во Францию бывшая жена Пескова, чиновница и продолжает сидеть на нашей с вами шее и наших налогах. Но в государственной конторе 2 миллиона евро она тоже никак не получит. Гипотеза 3. Может быть, она продала что-то? Точно нет. Из более-менее значимой недвижимости в России она декларировала 140-метровую квартиру в Москве, но она и по сей день принадлежит ей. Дом на Рублевке, который я уже упоминал, тоже при ней. Какие тут могут быть еще варианты? Нашла клад, победила в конкурсе песни о любви к России? Не похоже, давайте не будем обманывать себя. Единственный реальный вариант заключается в том, что вор и взяточник Песков развелся и дал своей дочери и бывшей жене несколько миллионов евро на обустройство новой жизни. На эти деньги они купили квартиру в 1,5 километрах от Эйфелевой башни, оплачивают дорогостоящее обучение, полеты, путешествия, аристократический образ жизни и так далее. Никаким другим образом это не объяснить. И здесь полностью повторяется история с сыном Пескова, Чоузом, у которого нет даже работы и даже среднего образования, но зато есть квартира в центре Москвы, Феррари, Мерседес, Рейндж Ровер, и собственные лошади. И последняя Тесла, на которой ездит сам Песков. И мы бы очень хотели и даже настаиваем, чтобы сейчас, в предвыборный год, либо сам Песков, либо его начальник Путин дали ясное и четкое объяснение этим удивительным фактам обогащения. Мы же граждане страны, мы платим налоги, мы имеем право получить ответы на свои вопросы. Но я больше чем уверен, что, как и раньше, никакого вразумительного ответа не будет. Ни от Пескова, ни тем более от Путина. По простой причине. Они не видят проблемы с коррупцией. Наоборот, она им нравится. Они для этого и хотят оставаться у власти. Но они там еще и хвалятся друг другу. Смотри, Владимир Владимирович, какую я хату в Париже купил своей бывшей. И вся верхушка так работает. Если мы эту квартиру нашли и выяснили, сколько она стоит, это не может сделать ФСБ? Это не может сделать прокуратура? Конечно, могут, но никогда не будут, потому что их цель не борьба с коррупцией, а защита коррупционеров и их денег от нас с вами. Поэтому не дайте себя обмануть. Каждый раз, когда Путин снова будет что-то мямлить о борьбе с коррупцией, помните, кто сидит рядом с ним. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.